Всем привет. Сегодня у нас расклад «Твоя личная жизнь», да, что было, что сейчас и что будет. В долгий ящик откладывать не будем, потому что это расклад несложный, он стандартный, все подряд его снимают. Это, знаете, на уровне его мысли о тебе. Но раз вы такое любите, давайте посмотрим. Итак, в долгий ящик откладывать не будем. Проживание я звать вас не буду, потому что, аудитория, которая любит покопаться в себе и так далее, такое не смотрят. Они смотрят вчерашние расклады, так скажем. Давайте начнем. Итак, единички. Тут по картам сразу все понятно, да, даже трактовать, как говорится, не нужно. Но давай посмотрим. Полтора года назад примерно ты влюбилась прям по-настоящему. Мужчина, которому у тебя сразу, как сказать, чувства потекли. Ты поняла, что это не просто симпатия, да, что-то такое глубокое. И связь у вас была вот, когда могли часами ни о чем разговаривать. Ты чувствовала, как раскрывается сердечко твое. Это было очень красиво и искренне, конечно же. Но ты была очень осторожной. В отношения сразу не кидалась. Ты наблюдала, изучала, присматривалась и вот это вот все. У тебя была целая система. Там сколько раз в неделю видеться, как сообщение писать, до какого часа звонить можно ему. Ты все время балансировала между вот желанием сблизиться, да, и, как сказать, и страхом вот это сделать слишком быстро. И он это чувствовал. И знаешь что, ты тогда мудрая тогда была. Ты не позволила эмоциям затмить разум свой. Видела и хорошее в нем, и плохое в нем. Замечала, что иногда он холодным был, что у него были проблемы, которые он обсуждать не хотел. И у тебя постоянно в голове, а стоит ли дальше идти. И смешивала свои чувства с рациональными выводами. И пыталась найти правильный баланс. Но в итоге ты так и не решилась на полную близость. Ты боялась потерять себя в этих отношениях. Боялась, что там, если полностью откроешься, то, как сказать, он воспользуется и не оценит тебя. И медленно, постепенно вы стали отдаляться. Не из-за ссор, не из-за драм, нет. Просто потому что, ты не дала развиваться тому, что могло бы стать большой любовью. Ты выбрала в тот момент, знаешь, безопасность вместо риска. И до сих пор иногда у тебя в мыслях проскальзывает, а что было бы, да, если бы я решилась и так далее. Что сейчас? Сейчас интересная ситуация. Ты с другим парнем познакомилась, который у тебя любопытство вызывает. Он младше тебя, он энергичный, он пытливый, вопросы задает постоянно, мнением твоим интересуется. Хочет узнать тебя получше. И ты видишь в нем что-то свежее, вот такое новое. Он совершенно не такой, как твои прежние мужчины. Он более открытый, более искренний, и это тебя, конечно, привлекает. Но сейчас ты мечешься между ним и кем-то еще. И есть кто-то второй, более стабильный, более предсказуемым. С ним ты чувствуешь себя защищенный, но не вдохновленный. А с молодым чувствуешь вдохновение, но нет уверенности в завтрашнем дне.
И вот ты вот жонглируешь между вот этими двумя вариантами и выбрать не можешь. Ты прям как этот жонглер в цирке. В воздухе держишь два мяча, да, и боишься, что один из них упадет. То с одним встречаешься, то с другим, то того лучше знать хочешь, да, то к другому тянешься. И в результате ни с тем, ни с другим, близости не получается. Потому что твое внимание, оно разделено. Твои эмоции, как сказать, не распылены, а вот размыты. А еще ты решение боишься принять, потому что любой выбор означает отказ вот от другого варианта, да? И у тебя в голове, а вдруг я неправильно выберу? Что если тот, от которого ты откажешься, лучше, да, был? И живешь вот в таком подвешенном состоянии, надеясь там, что время там само за тебя решит. Но время не решает, оно просто течет. А ты так и остаешься в этой неопределенности, не получая ни от одного из этих мужчин того, что тебе действительно нужно. Что в будущем? У тебя скоро в голове все прояснится. Как будто вот туман рассеется, да, и ты увидишь все четко. Ты поймешь, что нужно решение принимать, а не плыть по течению и ждать, когда время само все разрешит. Не жонглировать людьми, а выбирать будешь. И эта ясность, она, знаешь, придет к тебе вот внезапно. Может, после какого-то разговора или события ты вот четко поймешь, кто тебе нужен, а кто тебе не нужен. И тогда к тебе придет новый человек. Молодой, перспективный, с деньгами и, как говорится, с хорошими перспективами в голове заработать денег. Он будет не просто вот романтиком, он, знаешь, практиком будет. То есть человек дела, не практик в смысле эзотерики, а вот человек дела. С ним можно будет не только красиво время проводить, но и строить планы на будущее. Там путешествовать, квартиры покупать, создавать семью и так далее. И он будет относиться к отношениям очень серьезно. Не как к игре или развлечению, да, а как вот к инвестиции в общее будущее. Будет вкладываться в ваши отношения. Как там, деньгами, временем, вниманием и так далее. И ты почувствуешь вот эту стабильность, вот этот фундамент под ногами. То, чего тебе не хватало, конечно, с предыдущими мужиками, потому что они были половинчатые. То есть в одном есть то, что тебе нравится, но нет там того, что тебе нравится. Вот как объяснить, не знаю. То есть как половина. Есть то, но не хватает это, а у другого есть это, но не хватает то. А вот этот будет вот цельный, так скажем. Но чтобы это произошло, тебе нужно очистить место, конечно, для него. Нельзя встретить нового человека, когда ты занята старыми. Нужно будет принимать решение вот о тех, кто вот сейчас есть. Либо одного выбрать, либо двоих отпустить. И только тогда Вселенная даст тебе то, что ты заслуживаешь. Стабильные, перспективные отношения с мужиком, который знает, чего хочет, да, и хочет он вот именно тебя. Тут больше мне сказать нечего, раскладик будет короткий. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, штанишки одевайте и полетели, да? Что было? Тут по картам все понятно. У тебя был период, когда у тебя с мужчиной было вот все идеально. Вы встречались года два, жили практически вместе. Общие там друзья, общие планы, общие там традиции и так далее. По выходным ездили там на дачу, устраивали шашлыки с друзьями. Все говорили, что вы пара идеальная. И у вас, правда, вот все складывалось гармонично. Вы даже планировать свадьбу начали.
выбирали там, кто чего оденет и так далее, обсуждали там, кого пригласить, платье какое купить и так далее. И ты была так счастлива, казалось, что вот вся жизнь наконец-то устроилась. У тебя работа была, которая нравилась, мужчина, который любил, друзья, которые за вас радовались. Знаешь, такое ощущение полноты жизни, когда вот все области в порядке. Но потом начало что-то меняться. Эта идиллия, она стала тебя тяготить. Ты просто поняла, что живешь по расписанию, что каждые выходные проходят одинаково, что ты знаешь, о чем он скажет еще до того, как рот откроет. И вот эта предсказуемость, которая раньше тебя успокаивала, она тебя начала душить. И тебе захотелось чего-то нового. Не обязательно другого мужчину, просто вот другой жизни, что ли. Где вот больше эмоций, больше неожиданностей. И ты стала раздражаться на его привычки, на его друзей стала раздражаться, на эти вечные там поездки на дачу. Ты чувствовала, что застряла вот в красивой, но скучной жизни. И хотя все выглядело прекрасно снаружи, внутри ты задыхалась от этого совершенства. Ты просто поняла, что счастье — это не только стабильность и уют, да, и тебе нужно было вот что-то большее. Сейчас что? Сейчас у тебя рухнуло все. Больно, да. Но знаешь что? Ты ощущаешь вот странное такое облегчение. Те отношения, которые закончились, да, они закончились вот как-то внезапно и драматично. Был скандал, когда все накопившееся, прям вот, как сказать, выплеснулось наружу. Когда ты ему сказала о том, что ты чувствуешь, и он понял, что вы хотите совершенно разных вещей. И это был полный крах. Пришлось делить вещи, решать вопросы там с квартирой, объяснять там друзьям, что произошло. И ты первый месяц плакала, там себя винила, думала, что ошибку совершила. Все же такой хороший мужик, да, такие отношения. Вот зачем ты это разрушила, да? Но постепенно ты начала понимать, что вот это разрушение, оно необходимо было, что вы действительно хотели разные вещи. Он хотел там покоя, стабильности, жизни вот этой семейной предсказуемой. А ты приключений, ты хотела развития, ты хотела новых впечатлений. И никто из вас не был плохим, нет. Просто вы вот оказались, как сказать, вот на разных волнах. Сейчас ты в процессе принятия вот этого состояния. Снова одна, заново свой быт обустраиваешь, заново, как говорится, знакомишься с собой. И знаешь что? Ты сейчас чувствуешь себя живой. Да, грустненько где-то там глубоко внутри, но ты как будто вот, как сказать, себя живой чувствуешь. И иногда даже за это стыдно. У тебя, знаешь, есть время сейчас на то, чтобы там подумать, чего ты на самом деле хочешь. Не то, что от тебя ожидают там друзья, приятели и так далее, а вот именно чего хочешь ты. И вот это ощущение свободы, она тебя немножко опьяняет. Иногда одиноко, да, но зато честно. Что в будущем, знаешь, встреча с мужчиной в будущем, причем совершенно другого типа. Это будет, знаешь, такой лидер. То есть человек действия. Он, знаешь, он знает, чего хочет, и к этому, как говорится, пробивается уверенно. Это или какой-то начальник, какой-то предприниматель, руководитель, вот такой вот. Человек с харизмой и с силой внутренней. И с ним тебе точно не будет скучно. Но, конечно, у него есть особенность, да? Мы же видим по картам. Он очень осторожен в плане женщин, в отношениях. У него за плечами своя история боли. Развод какой-то или серьезное какое-то расставание. Разошелся с девушкой, со своей.
И знаешь, он в данный момент не спешит сердце открывать. Нет. Он будет тебя долго-долго, нудно изучать. Будет тебя проверять, можно ли там доверять тебе. И ты увидишь, как он с другими людьми вот открытый, общительный лидер, а с тобой будет такой вот сдержанный, настороженный, что ли. И это тебя расстроит поначалу. Ты вот будешь думать, почему он такой холодный, да, именно со мной? Неужели я ему там не нравлюсь? Но тут, знаешь, сразу скажу, не в тебе дело. Он просто защищает себя от повторения вот этих ошибок старых. Ему нужно время, чтобы вот убедиться, что ты его сердце на части не разорвешь. Зато вот когда он решится тебе довериться, да, то это будут уже серьезные отношения. Ни игры, ни эксперименты. Он, знаешь, он не из тех, кто вот тратит время на вот такие вот несерьезные романы. Если он выбирает женщину, то надолго, но выбирает долго. И ты получишь именно то, чего тебе не хватало в прошлых отношениях. То есть получишь и страсть, и энергию, и развитие постоянное. С ним тебе скучать не придется, но и расслабляться не получится. Знаешь, в чем фишка будет? В том, что он будет, вот ты хочешь развиваться, а он будет развиваться быстрее. Ты просто не будешь за ним успевать. И нет-нет, тот бывший будет всплывать у тебя вот в голове. Потому что с ним было предсказуемо, и в будущем тебе будет как раз не хватать вот этой предсказуемости. То есть, давай назовем своими именами, да? Ты выберешь человека, который, как сказать, не по зубам тебе, что ли, вот так вот скажу. Давай по-другому объясню. Вот с бывшим ты переживала, что он там не развивается, все скучно и так далее. А этот будет и развиваться, и не будет скучно, но ты не будешь за ним успевать. Понимаешь? То есть, не по зубам тебе. Как говорится, наше желание наказуемо, да? В общем, ты все поняла, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Долго затягивать не будем. Что было? У тебя была вот, знаешь, вот как назвать, классическая история про то, как ты вот все отдавала, а получала ничего. То есть парень, с которым ты встречалась примерно года 3. Ты на него и денег тратила, и его родителей там подарками задаривала. В его компанию там и всех его друзей приглашала. А он сидел и принимал все как должно. Даже вот, как сказать, спасибо толком не говорил. А потом ты вложилась в общее дело. Помочь ему там бизнеса, устроила его куда-то. То есть ты ему помогла в плане работы. Свои сбережения давала, связи подключала, даже в долги залезла ради него. И, как сказать, получилось. Дело действительно выстрелило. Деньги пошли хорошие, жизнь наладилась. Только плоды твоих трудов он один собирал. Ты знаешь, ты помогла ему стать вот успешным, обеспеченным человеком. У него появилась все там машина, отпуски какие-нибудь там за границами. А ты все время была вот на вторых ролях. Он, знаешь, вот как вот сказать, у меня на языке крутится, а вот сказать не могу. То есть он, знаешь, как знаешь, вот как крохи с барского стола тебе перепадали. То сережки, да, подарит, то ужин в кафе оплатит. А реальные деньги, реальную благодарность ты так и не увидела. И знаешь, что самое обидное? Он тебя еще и виноватой делал.
Типа, ты слишком много требуешь, ты жадная какая-то. А сам на твои деньги он шиковал и даже не стеснялся. И ты долго это терпела. Думала, что он когда-нибудь там оценит, да? Возможно, он так вот как-то так. Что поймет, сколько ты для него сделал. Но не понял. Он только наглел. Все больше считал, что ты ему должна. И в итоге ты просто поняла, что он никогда не будет относиться к тебе как к равной. Для него ты просто была удобной спонсоршей, а не партнером. И ты просто, как говорится, смелости набралась и ушла. Правда, вот без денег, без благодарности, которую он так и, как сказать, не дал тебе. Что сейчас? Новая жизнь сейчас. Ты стала сама нормально все зарабатывать. Подработки у тебя. Сначала ты сомневалась, думала, что не твое это. А оказалось очень даже твое. Деньги пошли. Причем нормальные деньги. И главное, ты сама это заработала своими руками, своей головой и так далее. И внутри тебя сейчас вот что-то зажглось. Ты прям энергией переполнена. Новые идеи в голову лезут, новые планы строишь. Хочется действовать, действуешь. Творить, творишь, развиваться, развиваешься. Ты просто поняла, что способна на многое. Что не зря время потратила на того мужика. Опыт получила, связи завела, деловые качества развила. И сейчас ты, знаешь, в таком состоянии, когда горы готова свернуть. Деньги есть, энергия есть, желание что-то делать есть. Ты уже вот не та девочка наивная, которая себя не ценила. Ты себе сейчас цену знаешь. И сама можешь обеспечить себе хорошую жизнь. Но, что интересно, ты пока еще одна. После той истории у тебя в голове, знаешь, вот как сказать, вот мысли такие, хватит, буду сначала, как говорится, деньги зарабатывать, на ноги встану, а потом уже про мужиков буду думать. И знаешь, это правильно. Ты сейчас в процессе восстановления. Вот эти раны старые лечишь, сил набираешься. И это время, оно не зря потрачено. Ты становишься сильнее, увереннее, независимее. И когда в твою жизнь придет новый мужчина, да, ты уже будешь готова, как говорится, к равным отношениям. Не будешь больше играть вот эту роль няньки, спонсорши, мамочки и так далее. Будешь партнером. Что в будущем, тут даже трактовать не нужно. С настоящим мужиком встретишься. С мужиком. Не с мальчиком, не с парнем, с мужиком. Это будет, знаешь, такой человек, который в жизни много чего умеет. Руки из правильного места растут, и деньги может зарабатывать, и дом построить, и отношения выстроить. И знаешь, он не будет из тех, кто вот сидит, ждет, пока женщина его там содержать будет. Нет, он сам все может, сам все делает и так далее. И вот с ним ты почувствуешь, что такое справедливость в отношениях. Но сначала ты будешь, как сказать, не в панике, а вот знаешь, такое чувство, когда вот не знаю, как объяснить. Когда лучше, чем ожидаешь, но такого у тебя никогда не было. Вот как объяснить-то? То есть ты привыкла к мужикам быть мамочкой, помогатором вот этим, спасательницей, а он будет наоборот, понимаешь? То есть в хорошую сторону, конечно же. То есть он будет вкладываться в ваши отношения наравне с тобой. Действительно, партнерство будет, у которого у тебя до сих пор не было. Если, например, давай по-другому объясню. Если ты подарок ему купишь, да, он тоже тебе купит, да еще и лучше. А ты к такому не привыкла, что за тобой, как сказать, вот отношения такие, как будто тебя мужик на ручки взял и вот так носит. Ну, это образно.
Ужин приготовишь, значит, он посуду помоет. Деньги на общую какое-то дело дашь, он тоже даст. Никто не будет паразитом, паразитировать на другом, понимаешь? И что еще важно, с ним у тебя все будет потом официально и по закону. То есть он, знаешь, он не из тех вот, кто годами чувства проверяет, с решениями тянет. Просто когда он поймет, что ты его женщина, он сразу предложит тебе, как говорится, в ЗАГС, да, законно оформить ваши отношения. Там свадьба у вас будет, совместное имущество, общие планы, все будет по-честному. И тут еще одна важная деталь, он будет справедлив не только к тебе, ко всем. У него, знаешь, у него есть принципы. Он живет по закону, не обманывает, не подставляет и не паразитирует, понимаешь? Ты увидишь, как он свои дела ведет, как общается с людьми, и поймешь, что вот твой настоящий мужик. Надежный, честный, сильный. И такой человек появится в твоей жизни именно потому, что ты сама стала другой. Пока ты была слабой, готовой на все ради любви, тапочки подносить, вот это все, тогда к тебе тянулись паразиты. А теперь, когда ты сильная, самодостаточная, деньги зарабатываешь, к тебе и придет равный тебе партнер. Так просто в жизни устроено. Многие думают по-другому, что если я буду дурочкой, то ко мне, как говорится, придет хороший папик. Но нет, если ты будешь дурочкой, тебе дурачок и придет. Все. Вот такой у нас сегодня был короткий расклад. Я такие расклады не очень люблю, потому что мне в голове то, что и так все понятно, чего тут трактовать. Но раз вы такое любите, то вот так вот. И, конечно же, помни, что дед всегда рядом, и подпишись на канал, если ты еще не подписана.